Йоу, кодер, если ты смотришь это видео, значит ты специально или случайно попал на канал Питончик. В этом видео мы продолжаем настраивать нейросеть от Gemini, которую мы в итоге запустим на своем компьютере, и которая должна выполнять различный функционал. Но наша основная задача заключается в том, чтобы этот скрипт на основе искусственного интеллекта мы могли запускать на любом устройстве с минимумом зависимостей. Если почему-то ты не успел посмотреть первый видос, то обязательно нажми на ссылочку в описании или в подсказке, чтобы его просмотреть. Тогда тебе будет гораздо понятнее, что именно мы тут делаем. А для тех, кто уже просмотрел первое видео, у меня для вас отличные новости. Мы продолжаем. Давайте зайдем в наш проект и откроем на редактирование файл main.py, ведь именно на нем мы остановились. Как только мы запускаем наш файл, мы можем обратить внимание на блок try_except, который у нас занимает почти половину кода в нашем основном файле. Давайте это исправим. Эта конструкция больше подходит для отдельной функции в нашем классе, который мы создали для общения с нейросетью. Можно не обращать внимания на то, что я уже начал комментировать код. В ближайшем будущем я хочу залить эти проекты на GitHub, чтобы вы смогли их с легкостью скачать. А для того, чтобы вы понимали, что там происходит без того, чтобы пересматривать это видео, требуется составить грамотную документацию. Я думаю, можно даже свернуть эти комментарии, чтобы они нам не мешали видеть и писать код. Давайте заодно свернем и функции, чтобы код был читабельнее. Давайте создадим новую функцию, которая будет называться import history anyway. И в нее мы спрячем весь наш блок try_except. Кстати, это же функция, мы теперь вполне можем использовать рекурсию. И теперь в файле main.py вместо того, чтобы использовать функцию import history, мы можем использовать функцию import history anyway. Эта функция будет не просто импортировать файл, но она еще и будет его создавать в случае, если его нету. А еще пока мы всем этим занимались, меня очень сильно начало напрягать, что наша история хранится в едином файле в корне проекта. Это неправильно. Давайте создадим отдельную папку, назовем ее Conversations, и в ней будет храниться единственный пока что файл истории под названием History. Теперь давайте, чтобы убедиться, что все работает как раньше, опять запустим бот и попросим повторить у него последнюю фразу. Мы можем обратить внимание на то, что контекст он не потерял. А это значит только то, что самое время апгрейдить наш скрипт, и начнем мы его апгрейдить именно с промпта. Писать промпты тебе тоже может в дальнейшем пригодиться, поэтому очень рекомендую их пытаться написать самому. Если у тебя не получается, ты всегда можешь скачать исходники с GitHub, и там все это будет присутствовать. В инструкциях я уже боту написал, что он может использовать базу функций. Теперь требуется прописать базу функций таким образом, чтобы бот точно понимал, точнее, чтобы модель понимала, как их использовать и какой результат либо действие они выполняют, либо возвращают. Давайте теперь в папке src создадим файл, который будет называться actions.py, и в этом файле будут храниться все функции, которые может использовать наш бот, ну или наша модель. Итак, можно вспомнить, что в инструкциях нашей модели мы прописали функцию getTime, которая возвращает текущую дату и текущее время. Конечно, вряд ли эта функция будет сильно полезна, но для тестов самое то. Мне даже кажется, не самым дурным тоном будет прописать возвращаемый тип, чтобы потом у нас всплывали актуальные подсказки в коде. Также мне кажется, что всю информацию, которую возвращают функции, лучше скармливать модели в виде строки формата JSON. К сожалению, файл истории все равно создается в корне нашего проекта. Но это мы потом исправим. Сейчас на этом зацикливаться не будем.
Итак, давайте поздороваемся с нашей моделью. Можем обратить внимание, что модель нам ответила приветствием. Теперь давайте спросим у модели, который час, и удостоверимся в том, что она отвечает в требуемом формате. И чудо не произошло. Я забыл прописать в модели, чтобы она использовала именно тот промпт, который мы ей только что создали. Давайте теперь задействуем все наши инструкции, добавив их в аргументы класса. Я думаю, можно сразу переназначить переменную SystemInstructions без использования аргументов класса, для того, чтобы это было удобнее и нагляднее. Прописать здесь системные инструкции мы можем исключительно в определенном формате. Это список из словарей, где в каждом словаре под ключом текст находится наша инструкция. Давайте попробуем еще раз протестировать наш скрипт. К сожалению, мы можем обратить внимание на слово «тарелка» в конце ответа от модели. Это значит, что где-то все-таки наш промпт до модели не дошел. И мне почему-то кажется, что проблема именно в самом классе под названием gen. И вот мы долистали до нашей проблемы. Оказывается, мы использовали те инструкции, которые у нас были прописаны в самом начале. Давайте это исправим. Пропишем self-instructions вместо всего этого куска кода. И давайте мы с вами еще раз протестируем наш скрипт. Функция отработала отлично, но не совсем корректно. Сейчас объясню почему. В инструкциях я попросил у модели делить сообщение на две части. В первой части это адресат сообщения, то есть это либо пользователь, либо система. Если модель пишет системе, она может писать только функции, которые мы указали. Если модель пишет пользователю, она может писать только текст, сам обычный текст, без каких-либо функций. Модель знает, что эти функции выполнены все равно не будут. Но проблема заключается в том, что нам нужно было получить одно сообщение, где адресат либо пользователь, либо система. В данном случае модель плохо сориентировалась. Надо будет ей сейчас немножечко подправить промпт, для того, чтобы она смогла более корректно отвечать на наши вопросы. Теперь я к нашим инструкциям хочу добавить еще одну инструкцию, где буду показывать примеры сообщений в беседе между пользователем и моделью. Вот теперь мы более наглядно объяснили модели, что мы от нее хотим и какой результат мы от нее ждем. Теперь осталось добавить этот промпт в файл main.py в основную конструкцию нашей модели. Я думаю, можно попробовать еще раз протестировать наш скрипт. А вот теперь уже все работает гораздо более корректно. Модель отправляет нам ответ, поделенный на две части, получатель и контент. Наша модель научилась также отлично определять, когда в контенте должен быть текст, который пишется пользователю, и когда должны быть функции, которые выполняются системой. Теперь наша задача состоит в том, чтобы эти функции выполнялись, и их результат отправлялся модели. Теперь давайте из каждого сообщения будем извлекать адресата. Адресат — это у нас первый элемент, то есть элемент под нулевым индексом в результате, если его поделить по двум вертикальным прямым. Итак, адресатом мы поместили в переменную target. Target — это цель, другими словами. И начинаем прописывать условия. Если наша цель, то есть наш адресат, это пользователь, мы выполним весь код, который мы прописали ранее, до этого, при тестировании модели. То есть тут все очень просто. Модель написала ответ, пользователь его увидел.
Но, внимание, если целью является система, мы можем поместить функцию, которую нам прислала модель, в отдельную переменную. Это уже, как мы помним, второй элемент, то есть элемент под индексом 1 в нашем результате, если его делить двумя вертикальными прямыми. Итак, мы хотим создать переменную result, в которую будет сохраняться результат функции, которую нам присылает модель. Для этого сначала мы все-таки создадим переменную result, а чтобы выполнить функцию и получить ее результат, мы используем встроенную в Python функцию eval. Полученный от выполнения функции результат мы добавим в историю вместо ответа пользователя модели. Мы можем заметить, что строчка, которая добавляет ответ модели в историю, повторяется. Давайте переместим эту строчку вне условия, и тогда ей не нужно будет повторяться. Но у нас есть проблема. В начале бесконечного цикла мы используем input. Это значит, что даже если наша модель написала какую-то команду адресату система и сработала какая-то функция, она возвращает какой-то результат, и все равно нам нужно этот результат перезаписать на наш ввод. Нам нужно это исправить. Давайте это сделаем. Давайте создадим новую переменную перед нашим циклом. Эта переменная будет хранить в себе сообщение, которое отправляет пользователь модели, либо система модели. И в самом начале цикла мы пропишем условие: если наша переменная msg равняется none, то мы ее переназначим на input. После того, как модель пишет пользователю, необходимо message опять переназначить в none. Ну, либо же записать в него свой input. И только тогда пользователь сможет отвечать модели, когда модель обращается к нему. Если же сообщение адресовано системе, то нашу переменную message мы заменяем результатом нашей функции. Еще хочу в каждое сообщение добавить дату и время. Это на самом деле не обязательно, но я предпочитаю, чтобы модель имела представление, хотя бы какое-то ориентировочное, какие интервалы проходили между сообщениями и когда они были отправлены. Также, я думаю, может быть добавить отправителя. Это не обязательно, мы проверим, сильно нужно ли это и как оно будет смотреться, но мы попробуем. Разумеется, не забываем добавить отправителя еще и когда сообщение приходит от пользователя, а не от системы. И может это немного повлияет на эстетику, но без отладки никак, поэтому мы будем печатать переменную result, для того, чтобы хотя бы видеть, что наш бот отвечает, когда он не общается с пользователем. Итак, давайте протестируем наш скрипт, проверим, что у нас получилось. Наша функция хоть и не сработала корректно, потому что я допустил некоторую ошибку в коде, но мы можем обратить внимание, что наша модель заметила, что функция не сработала, и оповестила нас об этом. Во-первых, немного допишем промпт, чтобы удостовериться, что наша модель отвечает одному адресату за раз. А во-вторых, теперь можно протестить наш скрипт еще раз и проверить, в чем же заключается наша ошибка. И да, все наши функции хранятся в файле actions, но мы их вызываем не из файла actions. Давайте это исправим. И, разумеется, перезапустим скрипт. И как мы можем заметить, наша модель сама вызвала требуемую функцию.
узнала от этой функции, от ее результатов, который час, и мне об этом сообщила. Давайте еще для полного контроля, скажем так, будем распечатывать результат, который мы получили от функций. Давайте сначала попробуем модели задать вопрос, который не требует выполнения функций. Теперь спросим, который час. Отлично. Наша модель справляется с сообщениями, которые не требуют выполнения функций. И также наша модель справляется с сообщениями и запросами, которые, да, требуют выполнения функций. Наведем немного порядок. Теперь, когда мы уже все отладили и посмотрели, мы можем смело удалять печать результатов. Пусть у нас будет просто чистый чат. Давайте также удалим адресата из каждого сообщения, который ассистент нам отправляет. У нас появилась некая ошибка, и тут у меня появилась идея. Можно же обо всех ошибках спрашивать непосредственно у этого же ассистента. Давайте сделаем так, что если вдруг у нас завершается код ошибкой, то эта ошибка присылается в виде сообщения ассистенту, чтобы он дальше мог с этим как-то взаимодействовать. То ли попробовать по новой, то ли попробовать по-другому, ну, то ли просто написать пользователю. И у нас ошибка. Мы пытаемся разделить по делителю результат функции, а там нет никаких делителей. Мы их добавляем позже. Давайте добавим отправителя сообщения и делитель в тело самой функции, которую мы вызываем. Давайте еще раз протестируем наш скрипт, удостоверимся в том, что все работает.
Но это очень много работы для выполнения каждой функции, не так ли? На самом деле, нет. Мы все это настраивали всего один раз, и теперь у нас каждая функция, если она работает корректно, будет выполняться отлично. И наша модель сможет ее выполнять, если мы ее пропишем в промпте. Давайте, к примеру, пропишем функцию, которая создает файл. Давайте теперь скопируем название этой функции, именно скопируем, чтобы не ошибиться, и вставим в наш промпт, чтобы объяснить модели, как ее использовать и для чего она нужна. И на самом деле это все. Наша модель уже умеет пользоваться функцией, которую мы уже создали. Я немного ошибся здесь на самом деле. Мы создавали функцию для создания файла, но я использовал функционал Python для создания папки. Поэтому не обращаем внимания, что у нас создастся папка, это всего лишь формальность. Мы можем это исправить, но у нас эта функция будет в любом случае удалена. Поэтому не будем на это тратить время и обращаем внимание, как наш пример отрабатывает. Итак, модель нам сообщает, что файл был успешно создан. Мы можем посмотреть в файл Explorer здесь сбоку и обратить внимание, что действительно наш файл создан. Конечно, в нашем случае это папка, но не суть. А сейчас начнется самое интересное. Давайте пропишем еще раз ту же команду, чтобы наша модель создала файл с таким названием. Итак, как мы можем заметить, модель выполнила функцию, получила ответ, что такой файл уже существует, и исходя из этого ответа, ответила пользователю, что такой файл уже существует. Это шикарно, мы это не должны были прописывать, это что-то, что модель научилась делать сама. Мы просто написали функцию для создания файла и указали модели, как ее использовать. Давайте еще раз посмотрим, насколько просто добавление функций дополнительных. Это видео, мне кажется, уже получилось слишком длинным. По-моему, мне надо его уже по чуть-чуть завершать. В следующем видео мы разберем уже немного более полезные функции, которые, например, отвечают за память долгосрочную нашей модели. Если вы все за мной повторяли и все делали правильно, поздравляю. У вас есть всемогущий бот, которого вы можете наделить любыми функциями. С вами был канал Питончик, меня зовут Илья Лазарев. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.